Всем доброго времени суток, друзья! Рад приветствовать на канале. Мы сегодня будем делать хлебушек с семенами. Я с семенами люблю его делать. И у нас сегодня будет хлебушек не просто семолина, а римакината. Это мелкая семолина. Я как-нибудь сделаю стопроцентный хлеб из нее, из всей муки. Но в этот раз я хочу сделать с добавлением хлебной муки и также цельнозерновой мы добавим 10%. Итак, давайте мы начнем делать наш хлебушек. Итак, у нас будет 60% хлебной муки. Она мне очень нравится. Меня попросили сделать этот хлебушек домашний, так что мы будем делать в основном из хлебной муки. Итак, нам нужно этой хлебной муки 600 грамм примерно, 60%, 2 буханочки. Итак, 610. Все, ровно 600. Теперь мы добавляем в эту муку нашу семолину 300 грамм. То есть у нас должно выйти 900 грамм все про все. Смотрите, какой цвет муки. Просто прелесть. Итак, 900 грамм должно у нас выйти вместе с семолиной. 700 и 900. Отлично. И теперь мы сюда добавляем нашу цельнозерновую муку. У меня остались остатки цельнозерновой спельты. Вот мы ее сейчас добавим. 950. И мы добавим нашу цельнозерновую муку, обычную, до 1000. Так. Все, 1000. Опять 100 грамм вы можете добавить или обычной цельнозерновой, или спельты. Просто у меня были остатки спельты, поэтому я 50 грамм добавил цельнозерновой спельты и 50 грамм обычной цельнозерновой. Так, 1000 грамм муки у меня здесь. И сейчас мы ее просеем. Хочу вытереть. Все. Семолину убираем. Она нам больше не нужна. И хотел показать. Вот у меня мочка. Семена. Я их уже замочил. У меня тут киноа, кунжут и также лен. Я их поджарил, залил. Они у меня очень хорошо набухли. Мы оставляем их остывать. Они хорошо остыли. И хочу вам показать. Вот она закваска. Смотрите, как она подошла. Как раз через час она полностью уже будет готова. Хотя уже готова. Итак, мы просеем нашу муку. Хлебушек у нас будет небольшой, средней величины, по 500 грамм. И просеиваем муку. Мы просеяли муку желтоватого цвета благодаря семолины. Хлебушек будет просто капитальный у нас. Итак,
у нас 70% влаги. Итак, это значит 700 грамм воды, так как у нас килограмм муки. Но опять же я в рецепте делаю на одну буханочку. Итак, мы начнем с 70% воды. И давайте мы сейчас сделаем аутолиз, перемешаем наши ингредиенты. Я покажу, как будет выглядеть тесто после замеса. Друзья, вот так выглядит наше тесто, сногсшибательное. Оно очень красивое, желтоватый оттенок благодаря симолины. Вот хочу вам показать, как оно выглядит. Все, мы 70% это как раз та влага, которая мне нужна. Я не стал делать 75. Объясню почему. Потому что положил тоже симолину больше. Ну и также у меня будет закваска более влажная. И еще я замочил семена. Они тоже будут влажные, поэтому они добавят еще влагу. Поэтому я не хотел, чтобы тесто у меня слишком было жидким. Поэтому 70% как раз то, что мне нужно. Вот, посмотрите, оно мягкое. Даем час аутолиза и будем добавлять нашу заквасочку. Потом добавим соль и все остальное. Итак, встречаемся, друзья, через час. Наша закваска подошла. Наше тесто постояло час аутолиза. Можете 1,5 часа, но час достаточно. Вот, обратите внимание, какое тесто. И что нам нужно сейчас? Это отмерить нашу закваску. В закваску я кладу от 15 до 20%. В этот раз мы положим по 100 грамм на каждый 500 грамм. Итак, у нас будет вот закваска. Посмотрите, как она подошла. Вот. Итак, мы кладем нашу заквасочку 180 грамм. И давайте мы ее замесим. Немножко воды и вмешиваем нашу закваску. Я покажу через где-то 6 минут, как будет выглядеть наше тесто после. Друзья, мы вместили нашу закваску. Вот наше тесто. Посмотрите, как оно выглядит. И даем полчаса. И потом добавим соль. Все, оставляем наше тесто на полчаса. Очищаем. Все, закрываем. Вот наша соль. Вымоем ручки. Полчаса и добавим нашу соль. Друзья, настало время добавить нашу соль. Друзья, настало время добавить соль. Вот тесто. И давайте мы добавим соль 2%. Вот таким образом. И мы сейчас нашу соль стараемся вместить немножко воды. Я обычно соль мельчу в пудру, чтобы она побыстрее хорошо впиталась и равномерно. Итак, я покажу тесто после замеса соли, чтобы ваше драгоценное время не тратить на это. Друзья, я соль вмесил. И вот хочу вам показать, как выглядит тесто. У него консистенция просто великолепная. Вот, смотрите.
Мы сейчас его отобьем. Отбиваем наше тесточко. Немножко воды. Друзья, соль мы добавили. Вот как наше тесто выглядит. Хорошо держит форму. И давайте мы его уберем обратно. Я пока масло не добавляю. Все. Оставляем примерно на полчаса, 45 минут. И потом добавим сюда уже наши семена. Друзья, итак, наше тесто уже постояло. Мы соль добавили. Прошло где-то примерно 45 минут. Итак, мы сейчас немножко намочим. И давайте наше тесто вытащим. Опа. Обратите внимание, какое оно у нас очень тягущееся. Отлично. Так. Почистили. Немножко воды. И достанем его. Опа. Потихонечку, вот так. Можно, конечно, не растягивать, можно добавить без растяжки. Итак, что мы сейчас делаем? Мы добавляем наши семена. И давайте мы их добавим. Все. Вот так. Распределяем, друзья. Я положил где-то 150 грамм наших семян. Я хотел, чтобы у меня хлеб был с большим количеством семян. Итак, что я сюда положил? Я положил кунжут, как я говорил, киноа, и я положил лен. Все. И теперь давайте мы наше тесто соберем. Вот таким образом. И отличненько. Вот так. Друзья, все. Наше тесто готово. Мы можем его подмесить. Все. И оставляем его, друзья, на брожение 1,5 часа. В течение 1,5 часа мы сделаем 3 обминки. Немножко сейчас добавляем масла и перекладываем наше тесто. Все. Друзья, вот наше тесто. Мы его оставляем. Немножко мы его сейчас подтянем. Вот так это у нас чуть порвалось. Вот, друзья, вот как оно выглядит. Просто великолепно. И оставляем его на 1,5 часа. И я покажу вам одну обминку, которую я сделаю за все это время. Не буду показывать 3, потому что это забирает время. Итак, вот таким образом я, по сути, вмешиваю мои семена
равномерно. Все. Друзья, посмотрите, какое тесто. Ну, оно просто воздушное и пушистое. Все. И закрываем. Все. Возвращаемся через где-то час, когда я буду делать последнюю. Друзья, мы делаем нашу вторую обминку. Вот как выглядит наше тесто. Оно уже хорошенько поднялось. Таким образом делаем вторую обминочку. Тесто просто великолепно, оно мне очень нравится. Все. Вот как выглядит наше тесто после второй обминки. И через полчаса мы сделаем третью. Оставим на расстойку примерно на час-полтора. Очень жарко. И после расстойки сделаем уже предформовку. Потом будет отлежка и формовка. Итак, встретимся уже на самой формовке. Третью обминку я показывать не буду. В принципе, то же самое. Встречаемся примерно через 2,5 часа. 3 часа на предформовку. Друзья, прошли 1,5 часа. Наше тесто расстоялось. Мы возьмем немножко муки хлебной. Этого предостаточно. И сейчас мы будем делать предформовку. Итак, нам нужно взять скребок. И давайте вытащим наше тесто. Опа. Оно очень хорошо расстоялось. В этом и причина, почему оно так хорошо выскочило у нас. Итак, что мы делаем? Делим наше тесто на 2 части. И делаем предформовку. Оно липкое, обратите внимание. Поэтому, чтобы не прилипало, мы наверх немножко так муки. Все. И половина примерно где-то вот так. Все. Что мы делаем? Мы его вот так закручиваем. Вот такая предварительная предформовка. Можно рукой придерживать. И все. Первая готова. И занимаемся второй. Вот так. Раз. Раз. Два. Обратите внимание, какие они воздушные. 2 буханочки у нас вышли. Все. Друзья. Вот мы сделали предформовку. Что теперь нам нужно? Немножко посыпать муки. Опять наверх. Почему? Потому что мы сейчас наши эти формочки, мы их накроем. И чтобы они не прилипли к нашему льну. Так, давайте раскроем не полностью, напополам. И вот таким образом оставляем на 15 минут. 15 минут. И после 15 минут будем формировать наш хлеб. Друзья, формочки постояли. И мы сейчас будем хлебушек формировать. Итак, давайте начнем вот с этого. Больше муки мы не добавляем. Она нам не нужна. Опа. Посмотрите, какой он нежный, друзья. Это просто что-то с чем-то. Итак, давайте начнем. И берем сюда. Держим. Сюда.
И вот. И теперь вот таким образом делаем косичку и отлично. Итак, первый хлебушек готов. Мы его сейчас поденем. И нам нужно его намочить. Потому что мы будем делать его с семенами. И давайте. Опа. Вот так. Мы его сейчас обволокем. Что я хочу сделать? Обратите внимание, из-за того, что тесто у нас мягкое, я еще раз его сложу пополам. И вот так. Отлично. И давайте сейчас еще раз мы его защемим. Вот так. Закроем дополнительно. Все, друзья, первая буханочка готова. Что мы сделаем? Мы сейчас возьмем муку и сверху ее подсыпем, чтобы у нас не прилипло. Так, это у нас она слишком длинная, поэтому мы заведем в пакетик. Давайте начнем формировать эту буханочку. Ой, какой он великолепный, друзья, посмотрите. Чуть-чуть расправляем. Вот так, раз. Раз. Отлично. Защемляем здесь сбоку. Вот так. Обратите внимание, я его тоже согнул именно с этой целью, чтобы хорошо его зафиксировать. И мы сейчас это сделаем. Отлично. Все, буханочка готова. Тоже посыпаем ее мукой. Все. Проверяем, чтобы ничего не прилипло. Все. И проверяем здесь. Вот здесь у меня прилипло. Поэтому я хочу чуть-чуть семена. Все. Очень важно проверить, потому что когда вы будете ее выкладывать, чтобы у вас она не порвалась. Поэтому всегда проверяйте, все ли там нормально. Еще руки. Все. Друзья, всем доброго времени суток. У нас сегодня выпечка. Итак, я духовку уже ошпарил. Хлеб у нас подошел, ну просто прекрасно. Вы сами это сейчас увидите. Вот как он подошел. Обратите внимание, просто великолепно. Итак, давайте будем его выкладывать и выпекать. Опа.
И аккуратненько его вытаскиваем. Делаем надрезик. Давайте его слишком глубокий делать не будем. Все. И у нас хлебушек уходит. Выпекать мы будем 10 минут на 250. И остальные 35 минут мы будем выпекать на 200. Так, выставляем 45 минут. Все. 10 минут на самой высокой температуре. И потом убавляем 200, 190. Мы хотим, чтобы хлебушек у нас был красивый. Кто любит поджаренный, может, конечно же, минут 15 поджаривать на 250 и потом убавлять. Ну, я пришел к выводу, что такой хлебушек, он небольшой, 10 минут достаточно. Итак, давайте посмотрим, как он будет подниматься. Друзья, наше время истекло. И давайте будем вытаскивать наш хлебушек. Я его выпекал примерно где-то 35-40 минут. Смотрите по корочке. И я вижу, что я достаточно пропекся. И будем его вытаскивать. Опа. Друзья, посмотрите, как же он выглядит. Итак, два хлебушка готовы. Если вы хотите поджарить больше, пожалуйста, но этого достаточно. Этот я выпекал в длинной форме, поэтому у меня такой вытянутый, побольше получился, а этот я выпекал в более мелкой форме, поэтому он у меня более круглый. Так, вот они, два хлебушка. Мы даем им остыть из семалины и потом будем их резать на пробу. Друзья, вот хлебушек, он уже остыл. И что мы хотим? Мы сейчас его попробуем на вкус. Порежем и посмотрим, как он внутри. Итак, давайте мы это сделаем и порежем его. Вау. Друзья, открываем наш хлебушек. Выглядит он просто бомба. Хочу вам показать. Посмотрите. Давайте поближе сделаем. Так, давайте порежем горбушку. Вот она, наша горбушечка. И попробуем его на вкус. Так, давайте попробуем, как он получился у нас на вкус. Друзья, надеюсь, вам виден мякиш. Хочу вам поближе его показать. Давайте обратим внимание на мякиш, друзья. Вот наш хлебушек. И хочу вам показать, как мякиш отрывается. Друзья, это очень вкусный хлеб. Нету слов. Это один из моих любимых хлебов. Также в нашей семье. Он очень нежный. Он очень вкусный. Хочу вам показать. Обратите внимание на вот горбушку. Вот она. Какая она тоненькая. Она очень вкусная. Она не жесткая.
Она хрустящая. Хлеб вышел просто великолепный. У меня очень много семян. Также я положил семена сверху. Положил семена подсолнуха. Они очень хорошо поджарились. Что я вам скажу? Это хлеб для всего подойдет. И для завтрака, и для обеда. Сделайте его обязательно. Семалина дает очень приятный такой вкус. Цвет тоже желтоватый. Ну, нету слов. Я хочу еще хлебушек с сыром. Одно удовольствие. Знаете, что еще с этим хлебом очень вкусно будет? Я вам сейчас покажу. Мы берем, это по сути хлеб пустыни называется. Это финик. И вот финик с хлебушком. Еще кофеечек или чай. Друзья, я хочу еще порезать хлебушек. Посмотрите, какое чудо. Он очень нежный и пушистый. Берем финик, кладем его на хлебушек. Это такая вкуснятина. Всем приятного аппетита. Сделайте его и потом расскажете, как у вас он получился.